Цены на пиво, маски, авто, энергосберегающие лампы. Что изменится с 1 февраля? Каждый новый месяц граждане сталкиваются с изменениями в законодательстве, не станет исключением и февраль. С его первого дня вступают в силу новые законы. Всем привет, вы находитесь на канале Переселенец, об этом и многом другом я вам сегодня расскажу. Отмена масок. Со 2 февраля отменяется обязательное ношение масок в поездах дальнего следования и автобусах. Носить ли маску пожилым? Принятие решения остается на их собственном усмотрении. По сообщению Министерства здравоохранения, с 1 февраля в Северном Рейне-Вестфалии можно будет ездить без маски на местном транспорте. Положение о безопасности и гигиене труда. Вместе с маской со 2 февраля на 2 месяца раньше, нежели планировалось, будет отменено положение о гигиене и безопасности труда в связи с устойчивым снижением частоты и тяжести инфекций, вызванных коронавирусом, и в целом благоприятными прогнозами в отношении средней и долгосрочной заболеваемости. Поэтому работодателям не придется больше своим сотрудникам предлагать онлайн-работу и требовать негативный результат теста. Энергосберегающие лампочки. Согласно новому закону, с конца февраля 2023 года прекращается производство контактных люминесцентных ламп с вставным цоколем и люминесцентных ламп Т5 и Т9. Причина – наличие ртути, токсичного тяжелого металла. И в то же время розничным торговцам не возбраняться распродавать оставшиеся у них запасы. Новые аптечки в автомобилях. 1 февраля наличие 2 простых хирургических масок в аптечке станет обязательным. При отсутствии необходимых материалов для оказания первой помощи, а также истекшем сроке годности, есть риск получить предупредительный штраф в размере до 10 евро. Запрет на дизель в Мюнхене. Согласно сообщению на сайте АДАК, в феврале Мюнхен запрещает дизельный стандарт с Евро 1 до Евро 4. Такая мера вводится с целью борьбы против выбросов диоксина азота. Зеленый значок на лобовом стекле больше не действует. Ограничения вводятся в экологической зоне города и на Митле-Ринг, самой загруженной трассе Германии. В то же время данное правило не распространяется на такси, людей с тяжелой степенью инвалидности, имеющих соответствующие разрешения на парковку, транспорт, доставляющий грузы. В отдельных случаях водителям, подавшим заявку, может быть также сделано исключение. Повышение цен на пиво. Фанатам пенного напитка придется глубже залезать в карманы. Как сообщает Getränke News, цены на бутылочное пиво вырастут на 6 евро 80 центов за гектолитр. Цены на разливное пиво увеличатся на 20 евро. Группа Radeberger уже подняла стоимость с 1 декабря 2022 года. Ее примеру следуют теперь и другие пивные бренды. Те бренды, которые вы сейчас видите на своем экране. Новые правила для оптиков. До сих пор фармацевты присылали смету расходов по факсу, однако согласно закону с 1 февраля они обязаны делать это в электронном виде. Новое положение было закреплено медицинскими страховыми компаниями во всех контрактах за поставку. Фонд помощи пенсионерам. С 1 февраля по 30 сентября пожилые люди, пострадавшие от экономического кризиса, могут подавать заявление на получение специального единовременного гранта в размере 500 евро от Фонда помощи в трудных ситуациях. В первую очередь он предназначен для еврейских беженцев и поздних репатриантов или людей, потерявших значительную часть пенсии при воссоединении Восточной и Западной Германии. Однако при определенных условиях рассчитывать на него могут также и другие. Больше фонтанчиков с питьевой водой. Согласно новой директиве Евросоюза о питьевой воде, государства-члены Евросоюза обязаны увеличить количество общественных питьевых фонтанчиков в парках, торговых центрах и других общественных местах. Ну и на этом все. Вот такие были сегодня новости. Я думаю, что многим из вас они помогут. Пишите обязательно в комментарии, что думаете по тому или иному поводу. Подписывайтесь на этот канал. Ну а я вам всем желаю хорошего настроения и всем пока.